Здравствуйте, дамы и господа. Продолжаем мы свои похождения в могучем Конге. Поднакопил я искорок. Открываем, получаем опять Тани. Копится у нас потихонечку Тани. Не было у меня ее, так что все, погоним ее на первое пробуждение и дальше. Открыли мы третий сундучок. Ну и вот с четвертым у меня вообще были проблемы, искорок не было. Как видите, 0. Ну и пришлось тут постараться добыть. Достали мы немножко искр. Много я играл очень потасовку и прочее. Ну и теперь, соответственно, мы получаем четвертый сундучок, открываем. Получаем тенга. И проходим этот квестик. Следующий вот получилась очень нехорошая ситуация с этим квестом на легендарные карточки. Было у меня ученик один выпустился. Я открыл, получил 250 карточек. Ну, Ормак, ну, зашел и зашел. Ладно, прокачаем на росте его потихонечку. Не особо нужный для меня герой. Далее мы отправились к мистеру Сувениру. Бой был затяжной, но интересный. Вынес я его все-таки с этой попытки. То есть на мистера Сувенира у меня ушло 2 попытки. Ну, крайне редко у меня такое бывает. Ну вот здесь вот очень удачно зашло, хорошо сыграл. Ну и везение тоже. Вот. Сейчас посмотрим вместе этот бой. Он довольно протяженный получился. Вот сначала меня тут очень нормально так Амараки продамажил. Я понял, что надо это дело как-то зачищать, потому что иначе все совсем грустно станет. Ну, повезло, что кинул он на второстепенных героев свое кровотечение. И в принципе ничего ужасного не случилось. Ну, вот Телхорн вышел у него. И тоже надо было его сливать в первый же ход, иначе это были бы очень большие проблемы у нас. Ну и соответственно продолжает у меня Лотрикс дамажить. Ну вот, немножечко тут завезло ему, и вышел у него Властелин Роя. И хорошенько так продамажил, чтобы хоть как-то прикрыть Лотрикс. Я выпускаю Аспекта. Он, во-первых, дал перерождение. Ну и плюс там Лотрикс нормально так продамажило. Первый ряд у нас закрыт, но вот он выпускает Мадам Агонию. И Мадам Агония превращает мой Лотрикс всего лишь в кристалл. Хотя она уже там нормально атаки набрала, ну куда деваться. Ну, 56 кровотечений у нас было у Аспекта. Соответственно, даю им атаку. Думал сначала крысу поставить, но потом решил, что лучше на первую клетку я выпущу Харона. Будут у меня двойные атаки. Плюс от Харона при любой атаке героя по хаоса летит 9 урона стабильно. Здесь я выпускаю своего Телхорна. Неплохо так у меня раскачался Аспект, но порезали ему атаку, и соответственно возникли у нас с этим тоже проблемы. Вот еще выходит Телхорн, притом хорошо так действительно прокачанный. Я выставил друида, что если умрет мой Телхорн, соответственно у меня будет ряд открыт. Но было у него возрождение, он возродился. Ну и он опять выпускает Властелина Роя. Моя красная жрица уже второй раз возрождается. И я решил выпустить Алла синего и, соответственно, дать ему промах. То есть это было выгодно для меня на этот ход. Тут плюс уже везде руны раскиданы. Вот Амараки вышел, получает урончик. Ну и, соответственно, здесь у нас уже вариантов больше. Здесь я выпускаю механика Гира. Соответственно, убиваем Амараки. Продолжает он у нас раскидывать возрождение. И вот опять выходит Мадам Агония. И все сразу опять становится довольно грустно. Выпускаю я этого самурайчика на двойную атаку. Неплохо он нанес урона. Ну вот опять он выпускает и режет атаку.
Фосса я решил оставить на следующего все-таки босса, он там может действительно пригодиться. Выпустил просто стрелка-скелетика. Соответственно, вот друид это может и ошибка была, друид там стоит и ничего не делает, копит атаку потихоньку, и в принципе он бесполезен, получается, в этом бою оказался. Здесь жалко, вот только одна атака прошла, так бы чуть побыстрее убили. Здесь я ставлю ящера. Ящер получает 1 единицу здоровья, соответственно он опять кидает кровотечение. Ну и здесь осталось только добить, как раз двойная атака. Ставлю стрелка. И мы побеждаем. Соответственно, получил я еще. Сейчас скажу сколько. Ага, 110 карточек Грута я получил. Тоже очень неплохо. Грут полезный персонаж. Мне он пригодится. Ну и вот здесь получился большой косяк. Там написано, что легендарки канают абсолютно всех, кроме магазина события. Я покупаю 105 карточек Дискордии с полной уверенностью, что сейчас я выполню спокойно квест. Но что я вижу? Нет. Я написал об этой ситуации панорамикам, отправил им скрины. Ну, запросили у меня, как обычно, ID, и в итоге тишина. Ну, добрал я там 95 карточек боевого пропуска и все-таки выполнил этот квест. Но крайне неприятная ситуация вот это, конечно, получилась с магазином. И в итоге все стало печально. Вот жених. Бой тоже получился довольно такой интересный. Потому что он выпускает токенов. То есть у него выходят такие мини-обезьянки, скажем так. И плюс у него еще и в пачке Грут лежит. Что было для меня полной неожиданностью, но я выпускаю Харона, опять же двойные атаки. И вот он выпускает постоянно вот этих двух токенов. Двух мартышек 9-8. Тоже довольно неприятные такие создания. Они перекрывают ряды, то есть не всегда есть возможность вчистую атаковать. Здесь я поставил Муну. Соответственно, подчищаем стол. Грут выйти опять же сюда не может. У нас уже двойных атак нормально так. Ну и соответственно мы продолжаем раздамаживать. Ставлю я Грейс. Вот опять выходят две мартышки. То есть, когда мы атакуем героя, он выпускает двух токенов. Башня снимает одного токена. Ну и, в принципе, мы уже закрепились на столе. То есть, проблем у нас никаких с этим нет. И здесь я просто, чтобы перекрыть Грейс, чтобы она спокойно могла атаковать, я выпускаю Селкит. Здоровья у нее достаточно. То есть, она может спокойно перекрывать ряд. Ну, а мы продолжаем дамажить. Соответственно, 7 врагов погибло. Грейс набирает атаки. И мы начинаем его выносить. Соответственно, вот здесь он даже поставил мартышек так не совсем удачно. Опять же. Ну и добиваем его. То есть Грейс в одно лицо сделал. Ходят слухи, что Леди Шоу нужна тебе для какого-то ритуала. И любовью здесь и не пахнет. Раньше я был как ты. Король, пусть и без королевства, но старая ведьма наложила на меня заклятие. И пока я от него не освобожусь, трона мне не видать. Но существует пророчество. Если женюсь на любимой девушке до восхода Красной Луны в верхних мирах, ко мне вернется мой настоящий облик. То есть, как обычно, что замешана какая-то колдунья. Но, к сожалению, я третью главу не пройду, так что до конца эту историю я пока не узнаю. Поэтому церемония начнется. Хочешь ты того или нет. Все, победили мы жениха. Ну, если мне крайне не повезет в будущем, ну, точнее повезет, то я смогу пройти эти 40 яиц. Пока повезло так, посредственно, скажем так. То есть открываю я сундучок легендарный. Получаю я опять 60 карточек Тани. Очень мало это. Открываю вот бонусный, получаю 12 тысяч искр. Это уже крайне приятно было.
Соответственно, продолжаем открывать легендарные. Выпадает нам 100 тенгу. Ну, хотя бы не минималка самая. Открываем дальше. И выпадает нам еще 60 кондо. Ну, вот, в принципе, и все. Если что-то будет еще в этом ивенте интересно, если мне вдруг все-таки повезет под конец, то я обязательно засниму и покажу вам. Ну, а на этом, в принципе, я считаю ивент законченным. Желаю вам, чтобы у вас он прошел гораздо лучше, чем у меня. У меня он прошел, скажем так, посредственно, но я на этот ивент особых надежд не возлагал, потому что герои отсюда, в принципе, мне не особо и нужны. Вот такие пироги. Ну а вам спасибо за просмотры. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, дизлайки, любая активность. Благодарю вас. Все, а на этом пока-пока. Пока.